Это случилось ранним осенним утром. Небо было затянуто низкими серыми облаками, и воздух пах сыростью и мокрой землей. Мужчина шел по улице, погруженный в свои мысли, обмотав шарф потуже, чтобы защититься от холодного ветра. Он проходил мимо перекрестка, где обычно никто не задерживался. Место было неприметное, с облупленными фасадами домов и ржавыми водостоками. Внезапно его внимание привлек странный звук. Тихое, жалобное мяуканье, прорывавшееся сквозь шум города. Он остановился. У водосточной канавы почти в самой луже сидел серый кот. Его густая шерсть потемнела от грязи и сырости, свалялась клочьями. Он был привязан короткой цепью к металлическому крюку у основания стены. Кот дрожал от холода, сжимаясь в комок, но все равно продолжал тянуться вперед, будто надеялся, что еще немного, и цепь отпустит. Его мяуканье было не просто звуком, в нем слышалась мольба. Этот звук пронзал сердце. Мужчина не мог просто пройти мимо. Он подошел ближе, наклонился, попытался осторожно дотронуться до кота, но тот сначала отшатнулся, а потом снова стал тянуться к нему. Глаза у него были яркие, живые, несмотря на усталость и боль. Он был еще молодым, и, судя по всему, когда-то за ним ухаживали. Длинная серая шерсть, хоть и грязная, все еще сохраняла остатки прежней ухоженности. Кто-то когда-то заботился об этом коте. Кто-то кормил его, гладил по спинке, звал, может быть, смешным именем. И все это до того момента, когда он оказался здесь. Как? Почему? Этого никто не узнает. Может, хозяин уехал или умер. Может, кот сам потерялся, а может, его просто выбросили. Но в его глазах была та самая тоска по дому, которую не спутать ни с чем. Мужчина поднялся и направился к ближайшему дому. Он постучал в дверь и спросил у жильцов, знают ли они что-нибудь об этом коте. Одна пожилая женщина с недовольным лицом выглянула на улицу и, увидев животное, махнула рукой. «Это не наш, хозяин магазина за углом его сюда притащил. Говорит, мышей ловить будет. Вот и привязал. А толку? Только мяукает и воняет». Проворчала она и захлопнула дверь. Мужчина поблагодарил и пошел дальше, к указанному магазину. Это был старый продуктовый, с пыльными стеллажами и тусклым освещением. Продавец, пожилой мужчина с толстым свитером и вязаной шапкой, подтвердил. «Домой. Нашел на улице. Он тут бегал, жалко стало». А потом подумал, пусть мышей ловит. Все лучше, чем просто так болтаться. Правда, толку мало. Он вон, больше лежит, чем работает. Да и кормить приходится. Если хочешь, можешь забрать. Только не за просто так. Я все-таки его кормил. Мужчина удивился, но не стал спорить. Он понимал, что спор не приведет ни к чему, и кот не заслуживает оставаться в таких условиях. Он достал кошелек и отдал деньги, не думая, справедлива ли эта покупка. Главное — забрать его отсюда. Когда он взял кота на руки, почувствовал, насколько тот легкий, почти невесомый. Шерсть прилипла к телу, вонь была резкая, почти удушливая. Судя по всему, кот справлял нужду прямо там, где сидел. Ведь у него просто не было выбора. Мужчина старался не дышать носом, но в глазах все равно защипало. От запаха или от эмоций он и сам не знал. Он сел в такси с серым комком в руках. Водитель скривился от запаха, но ничего не сказал. Мужчина держал кота крепко, укрыв своим шарфом. Он чувствовал, как дрожит маленькое тело. Кот все еще не верил, что его увозят отсюда, что цепь осталась позади. Сначала он отвез кота в ветеринарную клинику. Врач осмотрел его, помыл, подстриг когти, обработал от паразитов и провел диагностику. К счастью, серьезных проблем не оказалось. Истощение, обезвоживание, несколько ссадин, но ничего, что нельзя было бы вылечить заботой и временем.
Кота завернули в теплое одеяло и передали мужчине обратно. Дома мужчина устроил для него уютный уголок, положил мягкий плед, поставил теплую еду и воду. Первое время кот почти не двигался, лишь ел, пил и спал. Он будто не верил, что это все для него, что его больше не накажут, не привяжут, не прогонят. Только спустя несколько дней он начал ходить по дому, заглядывать в комнаты, тереться о ноги и даже урчать. Прошли недели. Шерсть снова стала густой, мягкой, серой с серебристым отливом. Глаза яркими и любопытными. Он научился играть, прыгать по подоконникам, смотреть в окно. Особенно он любил сидеть у батареи и наблюдать за каплями дождя. Его больше не сковывала цепь, он был свободен. Он получил имя — Дымок. Мужчина долго думал, как его назвать. Он перебирал варианты — Пушок, Сырник, Серый, даже Туман. Но, глядя на кота, пришел к одному — Дымок. Легкий, чуть таинственный, мягкий, как облачко пара в холодном воздухе. Жизнь пошла своим чередом. Каждое утро кот будил мужчину лапкой по щеке. Вместе они завтракали. Дымок получал свою порцию лакомства, мужчина — кофе. Они жили вдвоем, но было ощущение, будто в доме есть что-то большее — тепло, душа, смысл. Но однажды произошел случай, который навсегда укрепил их связь. Мужчина пришел домой позже обычного, уставший, раздраженный. Он даже не поприветствовал кота. Дымок выбежал навстречу, как всегда, но получил лишь равнодушный взгляд и брошенное «Не до тебя сейчас, Дым». Через несколько минут кот упал. Он пытался встать, но лапы подкашивались. Мужчина, заметив это, подскочил, схватил его на руки и, не задумываясь, бросился в ветеринарную клинику. Диагноз: перенапряжение, осложнение после старой травмы и переохлаждения. Не смертельно, но требовалось срочное лечение и забота. Мужчина остался с ним всю ночь. Он гладил кота, держал его лапу, шептал: «Прости, я был глуп. Держись». И Дымок держался. После этой ночи их отношения стали еще ближе. Мужчина уже не просто заботился, он жил для них двоих. Он понимал, в его жизни появился смысл, который невозможно было купить, заработать или спланировать. Смысл, который пришел в виде грязного, дрожащего серого комка у водостока. Однажды мужчине предложили работу в другом городе. Зарплата выше, возможности больше. Но квартира без животных. Он отказался. «Я не могу его бросить, сказал он. «Я обязан быть рядом. Это семья». Теперь на стене его квартиры фото Дымка в рамке. Подпись: «Спасибо, что нашел меня». А под фото мягкая лежанка, коробка с игрушками и любимый плед. И каждый день мужчина знает, он спас не только кота. Он спас и себя, дорогие зрители. Если вам понравилась эта история, ставьте лайк, делитесь с друзьями и не проходите мимо тех, кто нуждается в помощи. Иногда одно маленькое доброе дело меняет чью-то жизнь. Или целых две. До встречи.